Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, что нельзя класть в гроб покойному, потому что именно такие вещи, к сожалению, могут привести вас к роковым жизненным ситуациям в вашей жизни. И вообще таким образом через эти вещи вы можете отдать свое благополучие, изобилие и достаток. Помните о том, что мир мертвых нужно уважать и знать законы, традиции, обряды, приметы. Недаром наши прабабушки, бабушки говорили, а вот это нужно знать, но многие по своей, возможно, неопытности и так далее игнорировали. Поэтому очень важно, чтобы вы знали об этом и никогда в жизни этого не делали. А вы знаете, традиция класть в гроб что-то в умершему человеку – это достаточно такая вот далекая традиция, которая взята из язычества. И на сегодняшний день люди продолжают определенные моменты использовать в своей жизни. Давайте сначала проговорим, что можно положить в гроб покойному. Знаете, есть предметы, которые разрешены, а есть предметы, которые ни в коем случае не стоит класть в гроб. Давайте начнем. Итак, если мы говорим об религиозных вещах и предметов, в гроб кладут, как правило, нательный крестик, молитвенные надписи и венчик. Венчик – это такая, знаете, лента из бумаги или ткани, на которую кладут на лоб умершего во время похорон. Но помните о том, что все иконы перед погребением нужно забрать, а также в гроб, как правило, можно положить вещи, которые взаимодействовали с покойником при жизни. Ну, например, сам понятный, и все об этом знают, это сантиметр, который, например, измеряли параметры. Также кладут расческу, которой причесывали усопшего. Дело в том, что это считается такой вот предмет, он накапливает энергетику, и очистить его от нее уже невозможно. И надо ли вам такой гребешок или расческа, которым расчесывали волосы уже человека, которого нет в этом материальном мире. Поэтому в гроб, как правило, кладут расческу. Но помните о том, что злые люди, которые занимаются черной магией, могут воспользоваться вот такой вот расческой или гребешком в своих каких-то магических целях. Поэтому именно гребешок нужно спрятать понадежнее. Кроме того, обращаем ваше внимание, всегда на любых похоронах вы должны понимать и знать, что у вас должно быть ваше доверенное лицо, которое будет контролировать все процессы, начиная именно сам день похорон и заканчивая, чем это будет, по крайней мере, это ваш должен быть близкий или родной человек, который не так тяжело морально переживает, например, как вы. А какие вещи еще можно положить в гроб с умершим человеком? Как правило, это, например, может быть какая-то одежда, может быть парадная форма, может быть, например, человек был военный, и у него было, собственно, например, наградные были медали, у него были какие-то вещи личные, которые он считает при жизни, а он считал, что он этого добился, и, соответственно, в день уважения ему нужно это класть в гроб и так далее. Это могут быть какие-то дорогие аксессуары, но именно личные аксессуары именно этого человека, которыми он дорожил. Например, это могут быть медали для человека, да, это может быть какая-то дорогая брошь, как вариант, и так далее, и так далее. Это могут быть даже книги, например. Конечно же, многие интересует вопрос, а часы можно ли класть, наручные часы именно в гроб? Вы знаете, можно, но есть одно но. Помните о том, что часы должны быть у покойника, потому что носить часы покойника живым людям нельзя, потому что передается нужно в мир иной именно эти часы, потому что у человека уже нет. И бывает так, что человек уходит из жизни, из материального мира, и его часы, они просто-навсего останавливаются. Вот такие часы не стоит идти отдавать в мастерскую, лучше класть в гроб, потому что это вещь, которая принадлежала конкретно этому человеку, и он знал и понимал, что это его. Также вы можете положить и другие вещи, которые соотносятся и ассоциируются с покойником. Например, это могут быть очки, это может быть, например, даже телефон,
телефон. Ну и, например, может быть такое, что человек при смерти говорит о том, что со мной положите в гроб вот такие вот вещи. Вы должны понимать, что если он вам при этом говорит при жизни, вы уже после состоявшегося события, вы обязаны это исполнить. Почему не исполняя, это вы должны понимать, что потом, когда придет осознание и понимание, почему покойник это у вас просил, вы не сможете уже отмотать время назад. Поэтому, когда вас просят, пожалуйста, выполняйте. Кроме того, бывают такие ситуации, что произошло спонтанно. Человек ушел из жизни, вы не знаете, какие вещи или какие предметы любимого человека положить. Бывает очень часто до самих похорон сам покойник может сниться, или к вам могут, например, приходить ваши знакомые, друзья, которые будут говорить вам, что ты знаешь, вот мне снился, и вот у меня он попросил, чтобы было положить в гроб то-то и то-то, или это и то. И вы должны интуитивно почувствовать, насколько этот человек искренне действительно говорит, и прислушаться к этому. И это не потому, что, знаете, для того, чтобы там в том мире человек мог как-то по-особому жить и так далее. Нет, здесь вам важно понимать, что все-таки мир мертвых – это мир мертвых. Здесь нужно эти правила, их нужно все-таки стараться выполнять. Да, иногда это сложно, потому что, например, может быть какое-то достаточно дорогое украшение, и, конечно же, тогда в таком случае этого не хочется. Но вы должны понимать, что последнюю волю покойника нужно всегда выполнять. Даже если вам это не нравится, и вы считаете, что стоит это безделушка или что-либо баснословных денег и так далее. Что еще? Что нельзя теперь класть в гроб? Нельзя класть обручальные кольца, их лучше оставить дома и никогда не надевать. Вы должны понимать о том, что как только вы кладете обручальные кольца, то таким образом это кольцо может потянуть и пару, и, соответственно, человек очень быстро может уйти из жизни. Поэтому обручальные кольца, как правило, не стоит никому давать или даже надевать. А также никогда в гроб не кладите деньги, вне зависимости, что это за деньги. Деньги, в первую очередь, это денежная энергия, которая предназначена для мира живых. Обращаем на это ваше внимание. В мире мертвых уже банкноты, монеты, деньги не нужны. Это во-первых. А во-вторых, вы таким образом, когда вы кладете, или кто-то из близких родственников кладет, вы таким образом отдаете в мир мертвых особую денежную энергию, и этого никогда не стоит делать. Далее, нельзя класть и живые цветы, вообще никакие не стоит класть, даже в том числе и искусственные. Не вздумайте класть в гроб любые фотографии, особенно те фотографии, которые связаны с людьми на фотографии, которые в данный момент здравствуют, которые живы, потому что таким образом вы эти фотографии, когда кладете в гроб, вы тем самым отдаете вот эту жизненную энергию в мир мертвых. Что произойдет, только покажет время. Также ни в коем случае не стоит класть в гроб и письма, написанные от руки, потому что они в первую очередь, вы должны понимать, несут энергию живых людей. Если вы должны уметь разграничить для себя энергию живых людей и энергию мертвых. Людей, конечно, в тот момент, когда происходит такое вот как трагическое событие, у людей, как правило, знаете, они не думают, потому что горе есть горе, беда есть беда, и никак по-другому. Далее, не стоит класть любые виды оружия, потому что это никак не связано с тем или иными моментами в жизни человека. Далее, что еще не стоит класть в гроб покойного? Также не стоит, вам нужно контролировать и то, чтобы, не дай бог, кто-либо в гроб положил чьи-то чужие вещи. Так бывает очень часто, потому что ведьмы, колдуны проводят свои обряды, и они достаточно тяжелые, эти обряды. Это, как правило, на смерти. Такие обряды проводятся, но вы должны или кто-то из вашего окружения постоянно проверять и контролировать, чтобы возле умершего, возле гроба никто не находился. Как правило, этот человек, как это делается, да, человек подошел, попрощался и пошел дальше. Но иногда вы можете заметить, что человек как бы крутится, вертится, но вот здесь, и знаете, вот никак не хочет уходить. Вы должны здесь обратить на это внимание, потому что вы не знаете, что кладут именно в могилу, будем так говорить, далее. Что еще не стоит ни в коем случае класть в могилу?
Также вы должны понимать и то, что ни в коем случае вы не должны ничего класть в гроб, связанное с вашими именно личными вещами. Многие думают, ну вот я положу, пусть будут так, воспоминания и так далее. Еще раз напоминаю, в мире мертвых это уже точно не будет. Кроме того, вы должны понимать, что таким образом вы можете нанести вред кому-либо, в данном случае именно себе. Поэтому все-таки никогда не стоит класть что-либо в гроб. Также нельзя класть в гроб волосы. Здесь имеется в виду не то, чтобы вы специально взяли, расчесали волосы, да и бросили. Буквально даже пару волосинок. Мы говорим о следующем. То есть человек подходит, например, попрощаться, ни с того ни с сего может упасть волосинка. Поэтому здесь очень важно, чтобы на похоронах женщины всегда были с платком, всегда были с какой-то шалью, шапкой, чтобы, не дай бог, волосы не упали в гроб. Потому что это вы должны понимать, это ваше здоровье. Волосы – это ваши энергетические антенки. Если, не дай бог, это произойдет, вы должны понимать о том, что человек начинает болеть, у него начинаются какие-то большие проблемы со здоровьем, поэтому ни в коем случае нельзя делать. Не стоит также ни в коем случае класть в гроб также и останки животных. Вы будете удивлены, но есть люди, которые считают, что кто-то, например, какие-то останки, или, например, человек был охотником, и нужно класть. Не должно быть. Обращаем на это ваше внимание. И старайтесь вообще в день похорон быть внимательными и осторожными, пока гроб не будет опущен в землю. Пока вы должны быть внимательными, пока проходят сами похороны. Это день, когда люди приходят прощаться, как правило. И вы не можете проконтролировать, но все-таки старайтесь найти человека, можно назвать его управляющего, который будет следить, конечно же, скорее всего, возможно, в вашем случае ничего не будет такого страшного, но вы должны понимать и то, что есть люди, которые желают в этот момент провести свои какие-то ритуалы, провести свои обряды, и неизвестно, как это проиграется потом далее. Поэтому не стоит. Все-таки надо знать и уметь контролировать. Да, это сложно в такой тяжелый момент, но помните о том, что ваша жизнь, здоровье – это очень важно. И это в такой вот тяжелый момент, это нужно понимать. Также обращаем ваше внимание, еще нужно один момент. Если у вас есть какие-то украшения, которые, как вам кажется, вы должны поставить, помните, что украшение, особенно цепочка с кулоном, ни в коем случае, если она принадлежит лично вам, как подарок от покойного человека в свое время, ни в коем случае нельзя это класть в гроб, потому что таким образом у вас могут начаться проблемы с шеей, с горлом, либо с грудью. А также я ваше обращаю внимание, что когда забивают крышку гроба, обязательно нужно следить за тем, чтобы тень живого человека не попала случайно в гроб. Это очень важно, потому что таким образом человек может уйти на тот свет в самое ближайшее время. Поэтому, пожалуйста, помните об этих традициях. Помните, пожалуйста, об этих обрядах и не игнорируйте, потому что недаром наши бабки, наши прабабки постоянно об этом говорили. Если вы обращали внимание, они достаточно спокойно к этому относились к событию, потому что многие вещи они понимали. Друзья, с вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогут в жизни. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что эта информация будет полезна и важна. Конечно, такие моменты, они наступают не каждый день нашей жизни. Это трагические, это тяжелые моменты, но вы должны и понимать о том, что если вы сами не будете контролировать, если вы не будете соблюдать, то возле вас будут происходить постоянно хаосы и проблемы. Особенно если вы живете в селе, в деревне, потому что многие люди друг друга знают. И вот этот момент, когда многие приходят попрощаться, да, вы не можете их всех проконтролировать. Поэтому все-таки подумайте вот о тех моментах, которые мы сегодня вам проговорили. И старайтесь, когда человек уже не стало, не плакать, не стоит плакать. Да, очень тяжело, эмоционально, но вы должны понимать о том, что вы плачете, и ваши слезы вот ложатся
на вот эту энергию, и душе ей сложно подняться, потому что даже, возможно, вы слышали, а возможно, даже и в ваших ситуациях было так, что вы можете плакать, да, оплакивать, тяжелая ситуация, в какой-то момент снится сон, и, например, тот человек, которого уже нет в живых, ругает вас, что зачем, почему ты плачешь, мне тяжело, и это неспроста, поэтому... Знаете, у каждого в этом мире, в материальном мире отведено время на жизнь, на развитие, на такой вот на рассвет, да, и приходит момент, когда душа уходит вот в тот мир, и мы с этим ничего не можем сделать. Даже если мы с вами будем пытаться идеально жить, просто приходит момент, и все, и к этому надо быть морально быть готовым. Поэтому, пожалуйста, к этому нужно, знаете, мы все с вами живем в мире энергии. Мы все находимся в абсолюте, мы все есть. Но дело в том, что мы живем с вами в данный момент в материальном мире, и мы по-другому воспринимаем те или иные ситуации. Поэтому ваша задача стараться не игнорировать эти советы, народные приметы, продолжать жить. Да, боль, она все равно затухает, она уходит. Конечно, на все нужно время. Но мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.